У человека нет власти и контроля над всем вокруг, как бы ему этого не хотелось. И ситуация в мире на данный момент дает нам очередное напоминание об этом. 1,5 часа назад Всемирная организация здравоохранения официально признала вспышку болезни, вызванной коронавирусом, пандемией. Что такое пандемия? В буквальном переводе с греческого «весь народ». В данном случае всемирное заболевание, эпидемия. И ответные меры, они тоже всемирные. По всему миру аннулируют авиарейсы между странами, закрывают границы, отменяют матчи, концерты, любые массовые мероприятия. Пандемия коронавируса вызвала самые разные эмоции у всех людей вокруг, и, если честно, мне порой до сих пор кажется, что все, что происходит, особенно реакция людей, это какой-то фильм, и вот-вот кто-то скажет «стоп», и все снова вернется на круги своя, как это было буквально несколько недель назад. Вот так быстро что-то может поменяться. Ведь мир — это всего лишь более глобальное отображение нашей непредсказуемой жизни с ее разными оборотами, трудностями, эмоциями и, самое главное, выводами. Этим видео я лишь хочу поделиться вещами, о которых каждый может задуматься в виде всей сложившейся ситуации. Я понимаю, что очень многих из нас она правда пугает, но я бы хотела, чтобы в мире стало меньше паники. Я бы хотела, чтобы сейчас в мире как никогда стало больше осознанности и адекватного восприятия нынешней реальности. Я бы хотела, чтобы люди становились менее эгоистичными и уважали друг друга, здоровье тех, кто их окружает, и их эмоции. Ведь именно это сможет помочь всему скорее разрешиться. Я хочу выразить свое мнение как обычный человек, находящийся в такой же ситуации, как и все. В данный момент я живу и учусь в Германии, которая входит в список тех европейских стран, где наблюдается самое большое количество заражений. Пару дней назад у нас, как и у большинства стран, объявили карантин. Закрыли почти все магазины, кафе, рестораны и общественные места. А всех моих знакомых и друзей, те фирмы, где они работали, перевели на удаленную работу, то есть из дома. В некоторых странах ввели запреты на выход на улицу, имеется в виду без веской причины, в то время как в месте, где нахожусь я, людям не вводили запретов, но их попросили быть максимально осознанными в своих поступках и предпочесть самоизоляцию настолько, насколько это возможно. Я бы очень хотела, чтобы люди не принимали категоричных позиций. Одни из них впадают в панику и убеждают всех вокруг о том, что миру грозит конец света, а другие оскорбляют первых и утверждают, что все вокруг — это ерунда, и все эти карантины — сплошная ложь и манипуляция, которая никому не нужна. Почти все из нас не обладают достаточными достоверными знаниями о происходящем, чтобы делать какие-то категоричные выводы и оскорблять при этом друг друга. Оскорблять и порождать конфликты вместо того, чтобы поддерживать друг друга и заботиться о том, чтобы ситуация скорее шла на поправку. Этот вирус полная ерунда, его вообще не нужно бояться. Есть столько других болезней, от которых умирает намного больше людей. И что с того? Более того, большинство заболевших вылечиваются, и молодым ничего не грозит. Эта позиция полностью обесценивает действия тех стран, которые вводят карантин и принимают адекватные меры для предотвращения распространения вируса. Ведь в этом его главная проблема – в скорости распространения, в том, что распространение происходит воздушно-капельным путем, в отсутствии четких прогнозов, вакцины, в отсутствии возможности обеспечить на данный момент всех заболевших и потенциально заболеющих людей местами в больницах. Разве этого недостаточно для того, чтобы уважительно относиться к принятию решения о карантине и придерживаться правил этого карантина? Никто и не говорит о том, что всему нашему миру грозит неслыханная опасность. Наша общая цель — лишь уменьшить нежелательные последствия и сохранить собственное здоровье. Спокойно, осознанно и обдуманно. Многие полностью игнорируют положение в мире и обесценивают важность карантина, то бишь самоизоляции. Опять же, самоизоляции настолько, насколько это позволяют обстоятельства. Но многие игнорируют абсолютно даже элементарные базовые рекомендации, которых может придерживаться каждый. Я считаю, что молодые люди не заинтересованы в данный момент в том, чтобы соблюдать какие-то меры. Но вы же сами видите, на улицах много людей. По статистике я даже не в группе риска. Да, именно вам это может и не грозить. У вас может быть очень сильный иммунитет. Но у людей, которые в данный момент подвержены группе риска, к сожалению, нет такой уверенности. И именно они подвергаются опасности, когда мы игнорируем правила карантина и когда мы не ограничиваем социальные контакты и походы в общественные места без необходимости. Ведь мы можем и не болеть.
но быть переносчиками болезни. Я бы очень хотела призвать нас всех быть менее эгоистичными и думать также о других, а не только о себе. Это относится и к людям, которые скупают все крупы, туалетную бумагу и другие товары в огромных просто количествах. В то время как кто-то скупает крупы по объему на год вперед, другой не может купить крупу для завтрашнего ужина. Нам абсолютно не угрожает отсутствие продуктов в магазинах, но нам угрожает эгоизм по отношению к другим. Я бы очень хотела, чтобы мы все соблюдали правила карантина до точного понимания ситуации. Я надеюсь, что это время поможет нам приостановиться, больше думать, поразмышлять о своей жизни, о том, на что всегда в спешке не хватало времени, больше времени провести с родными, будь то физически, либо по телефону. Наконец, выделить время на то, чтобы научиться тому, чего вы давно хотели, прочесть те книги, на которые все никак не хватало времени, подумать о своих ценностях, о том, как мы относимся к окружающей среде и к окружающему миру, о том, что мир дает нам возможность на время ощутить страх от потери контроля. Ведь нам всегда кажется, что мы в силах контролировать все, начиная от природы и заканчивая событиями собственной жизни. Возможно, этот страх заставит нас примерить на себя результаты экологических проблем, которые большинство из нас игнорирует, и прогнозы которых на будущее тоже абсолютно неутешительные. Сегодняшняя ситуация показывает, как эмоционально и быстро мы реагируем на мировые проблемы, которые происходят здесь и сейчас. И как безэмоционально многие из нас относятся к проблемам экологии, с результатами которых здесь и сейчас столкнемся или будущее мы, или наши дети. У нас просто есть возможность примерить на себя эту роль здесь и сейчас и подумать о том, что мы чувствуем. Я также хочу, чтобы в виде этой ситуации никто не поддавался на глупые провокации по развитию расизма. Я уверена, что наше нынешнее общество выше этого и морально слишком развито, чтобы повторять ошибки прошлого по притеснению или унижению определенных групп людей. Я желаю каждому из вас быть здоровым и быть осознанным. Любите и уважайте мир, в котором вы живете, и людей, которые вас окружают. Я уверена, что все будет хорошо, потому что вместе мы — это сила. Так что давайте объединяться.